SCP-120. Бассейн-телепорт. Объект номер SCP-120. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Учитывая важность SCP-120 для фонда, объект должен постоянно находиться под видеонаблюдением и вооруженной охраной. Любой сотрудник, делающий попытку использовать объект без разрешения, должен быть немедленно устранен. Всем сотрудникам, желающим использовать объект, нужно предоставить операторам комплекса заполненную копию заявления, документ номер 120-23. Учитывая то, что для эффективного использования объекта в чрезвычайных ситуациях необходима точная синхронность и скоординированность действий, все сотрудники, входящие в здание содержания SCP-120, переходят под временное командование начальников комплекса, капитана отряд службы безопасности, 4 уровень допуска, и доктора исследовательская группа, 4 уровень допуска. Все пункты назначения держатся под видеонаблюдением и вооруженной охраной. Они ценны для фонда, однако не критичны. Тем не менее, о любом нарушении в пунктах назначения следует немедленно сообщать персоналу SCP-120. Для того, чтобы защищать и обслуживать комплекс SCP-120 и аванпосты в пунктах назначения, была создана рассредоточенная опергруппа Сигма-6 «Лягушатники». Группа состоит из одного командного подразделения и одного охранно-инженерного подразделения, которые находятся в командном центре комплекса SCP-120. 5 подразделений находятся в пунктах назначения, плюс 5 резервных подразделений, выделенных для этого. И еще 5 подразделений работают с другими проектами, относящимися к SCP-120. Описание. SCP-120 представляет собой небольшой детский плавательный бассейн нежно-розового цвета. Внутренний диаметр приблизительно 2,5 метра. Внутренняя высота 0,3 метра. Бассейн, по-видимому, сделан из обычной земной пластмассы, однако оказалось, что его невозможно повредить никакими испробованными способами. Смотрите сводку в отчете об исследовании номер 120-32. Конструкция бассейна и его реакция на давление совпадают с таковыми у обычного бассейна. Он сминается под давлением и мягкий на ощупь. Однако обладает удивительно высоким пределом прочности на разрыв и не поддается перманентному растяжению или разрыву. Бассейн наполнен ярко светящимся цветным жидким веществом, которое, по-видимому, существует в нашем измерении только частично. Оно не реагирует на воздействие органической или неорганической среды, однако по его поверхности систематически и регулярно пробегает рябь, что позволяет предположить, что это вещество физически находится в другом измерении. Наиболее интересное и полезное свойство SCP-120 регулярно используется сотрудниками фонда. Замечено, что живые люди, несущие груз, включая одежду, массой менее 37,8 кг, проваливаются сквозь дно бассейна и перемещаются в один из 11 пунктов назначения. Подробности описаны в приложении. Объект функционирует таким образом только тогда, когда выполняются следующие условия. Субъект генетически должен быть человеком. Субъект должен находиться в сознании. Субъект должен нести груз, масса которого не превышает обозначенный предел. И, наконец, в бассейне должен находиться только один субъект. Подопытные, пытавшиеся использовать SCP-120, не соблюдая этих условий, сообщали, что их ноги касаются гладкой поверхности под жидкостью, однако никаких значительных эффектов не наблюдалось. Основное предназначение SCP-120 заключается в том, что он является возможным средством эвакуации командного центра в случае крупной чрезвычайной ситуации. На настоящий момент объект хранится и поддерживается в исправном состоянии в укрепленном крыле комплекса. Чтобы ознакомиться с процедурами эвакуации, обратитесь к документу номер 120-22. SCP-120
впервые привлек внимание начальства фонда 31 августа 1992 года. Местные полицейские силы в Калифорнии расследовали дело о пропавших детях, подпадающее под их юрисдикцию, и, обнаружив объект 31 августа, упомянули его в отчете. Управление смотрителей было автоматически проинформировано об этом через обычные каналы связи, и на место происшествия была выслана небольшая группа агентов SCP, которые изъяли объект и перевезли его в зону 19, где он и тестировался в течение следующих 2 лет. На текущее место содержания, в командный центр, его перевезли в 1994 году. Приложение. Документ номер 127. Результаты испытания SCP-120 на разрушение. От 24 декабря 1993 года. Сокращенная версия. Ножовка 30 см. Нет результата. Промышленная дрель. Стальная режущая кромка. Нет результата. Промышленная дрель. Алмазная режущая кромка. Нет результата. Боеприпас. 19-мм парабеллум. Нет результата. Боеприпас. 45-мм HATO. Нет результата. Боеприпас. 39-мм. Нет результата. Боеприпас. 120-мм М830 HEAT. Нет результата. Газовый резак ацетилен. Нет результата. Газовый резак водород. Нет результата. Газовый резак пропан. Нет результата. Углеродный лазер. Максимальная мощность 100 кВт. Нет результата. Углеродный лазер. Максимальная мощность 500 кВт. Нет результата. Документ номер 120-10. Подробное описание свойств и пунктов назначения SCP-120 от 12 февраля 1994 года. Сокращенная версия. SCP-120 обладает способностью непосредственно перемещать людей в пространстве, возможно, через одно или несколько альтернативных измерений. Субъекты, использующие объект, перемещаются в один из 11 пунктов назначения. Эти пункты назначения меняются особым образом и в определенном порядке. 11 пунктов назначения и их местоположение были определены во время тестирований, в которых участвовали сотрудники класса D, оснащенные радиомаячками. Подробности приведены ниже. Локация 1. Тихий океан. Когда объект соединяется с этим пунктом назначения, жидкость светится голубым светом. Субъекты, перемещающиеся в этот пункт назначения, возникают на высоте 2 метра над поверхностью Тихого океана в координатах. Корабль фонда Диметра, официально корабль ВМФ США «Нассау», метеорологическое судно, на настоящий момент находится в этом пункте, и сотрудники, прибывающие туда через SCP-120, материализуются в трюме корабля. Засекреченные материалы и сотрудники фонда могут перемещаться туда в случае чрезвычайных происшествий. Также корабль должен быть обеспечен всем необходимым для хранения объектов фонда с низким уровнем опасности. Сотрудники класса D, использованные для того, чтобы настроить SCP-120 на нужную локацию, могут быть задержаны и вывезены на вертолете для повторного использования, либо просто устранены. В таком случае их тела могут оставаться на складе. Первый сотрудник класса D и радиопередатчик, использованный, чтобы определить эту локацию, пропали в океане. В том случае, если их выбросило на населенное побережье, их, скорее всего, забрали в целях сохранения секретности. Эту настройку SCP-120 произвольно обозначили как номер 1. Она не обладает видимым превосходством над другими настройками. Пункты назначения со 2 по 11 последовательно идут за этой настройкой и возвращаются к ней после завершения полного цикла. Во время шторма путешествие в эту локацию при помощи SCP-120 не рекомендуется, поскольку существует риск получить травму. Локация 2. Гренландия. Когда объект соединяется с этим пунктом назначения, жидкость светится ярко-белым светом.
Субъекты, перемещающиеся в этот пункт назначения, возникают на высоте 1,5 метра над поверхностью Земли в Гренландии по координатам. Там возведен небольшой комплекс фонда для прикрытия обозначенной как филиал нефтяной компании. Этот комплекс обладает теми же характеристиками, что и Диметра, и кроме того оборудован взлетно-посадочной площадкой и станцией заправки. Локация 3. L3. Располагается в точке Лагранжа 3 в системе Земля-Луна. Жидкость приобретает черный цвет. Объекты и сотрудники, перемещающиеся с помощью объекта в любую точку Лагранжа, локации 3, 5, 8, 10 и 11, фактически пропадают, поскольку на нынешнем уровне развития технологии их возвращение невозможно. Эта настройка может использоваться для уничтожения небольших, но опасных SCP-объектов. Однако на данный момент это несколько затруднительно, поскольку для перехода к следующей настройке приходится жертвовать сотрудникам класса D. Локация 4. Гималая. Жидкость в SCP-120 светится белым светом, как при настройке на локацию 2. Материализация происходит по координатам на одной из гор Гималайского хребта. В пункте назначения сделали только небольшие изменения. Выкопали яму глубиной 8 метров, в которой складывают трупы сотрудников класса D, соорудили навес над ней и привезли туда достаточное количество припасов и палаток на случай эвакуации в эту локацию, которую следует производить только в крайнем случае. Сотрудникам класса D, использованным для настройки, перед отправлением следует вводить смесь седативных препаратов и нейротоксинов, чтобы обеспечить их смерть и уменьшить риск нанесения повреждений сооружением в локации 4. Локация 5. L5. Идентична локации 3. Локация 6. Сахара. Жидкость в SCP-120 светится желтым. Сотрудники возникают по координатам возле небольшого аванпоста фонда. Из-за необходимости сохранять секретность, в этом комплексе нельзя хранить важные объекты фонда, но это место идеально подходит для эвакуации персонала и документов из командного центра. Локация 7. Гоби. Жидкость в SCP-120 светится коричневым. Этот пункт назначения располагается возле небольшого аванпоста фонда в пустыне Гоби по координатам. Во всем остальном совпадает с локацией 6. Локация 8. L2. Идентична локации 3, однако больше подходит для размещения SCP-объектов, поскольку располагается за Луной. Локация 9. Море дождей. Когда объект настроен на эту локацию, жидкость в нем светится мягким серым цветом. Этот пункт назначения располагается в относительно плоской части моря дождей на поверхности Луны. Израсходовав большую сумму денег и потеряв множество сотрудников класса D, там построили аванпост, который считается одним из наиболее безопасных мест, принадлежащих организации. Локация 10. L4. Идентична локации 3. Локация 11. L1. Идентична локации 3.